Огонь по всей линии фронта. Армия резко пошла в атаку. Главнокомандующий заявляет о рекорде. О чем речь? Готовится внезапный удар по столице? Ракеты развернуты на Европу. Почему договоренности не работают? Трамп сорвал переговоры. Взрывы на границе. Истребители подняты по тревоге. Есть ли шанс на перемирие между соседями? 100 шагов назад. В Средней Азии не услышат и не станцуют. Как выделились власти и оценит ли прогиб Москва? Усмирить Путина и закончить войну? Хорошие советы в обмен на санкции, жизни и людей. Американская делегация в Беларуси раскрыла свои намерения. В Крыму объявлена новая охота за дефицитным товаром. Запреты и лимиты не в силах унять истерию. Все подробности расскажем. Об этих и других главных событиях утро воскресенья, 14 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Оккупанты сорвались с цепи. Украинское командование заявляет об ухудшении ситуации на линии фронта. Россияне с еще большим напором переходят к штурму украинских позиций, так что на этом акцентируют даже в Генштабе. Противник ведет наступательные действия практически по всей линии боевого соприкосновения. В отдельные дни количество боевых столкновений достигает 300. Это самый высокий показатель с начала войны. В ноябре россиянам все же удалось ценой огромных потерь захватить часть украинской территории, но пропагандистские рассказы о стремительном продвижении фронтом не подтверждаются. На ряде ключевых направлений украинская армия удерживает рубежи и параллельно ведет собственные активные действия, зачищая населенные пункты. В районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжается давление ВСУ. В самом Покровске за последние недели удалось вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города, хоть логистика в Мирноград остается сложной. На Купинском, Константиновском и Приднепровском направлениях потери территории не допущены, говорят в украинском Генштабе. Получается, кому-то из российских генералов придется возвращать медали за взятие Купянска? Как думаете? Вашингтон вдруг нашел полезного советчика по Украине там, где его меньше всего ждали. И это не Москва и даже не Пекин. Кто же этот советчик? Опытный политик, футболист, историк и пограничник. Как думаете? Погода у нас совсем отвратительная. Лукашенко принял во Дворце независимости американскую делегацию во главе со спецпосланником США по Беларуси, который после переговоров в Минске заявил, что Александр Лукашенко дает Кремлю хорошие советы по урегулированию войны между Россией и Украиной. Американский дипломат отдельно напомнил о давних и тесных отношениях Лукашенко с Владимиром Путиным. Видимо, эта встреча и эти переговоры со всеми теплыми словами в адрес Лукашенко направлены именно на то, чтобы тот давал правильные советы Путину. Но не слишком ли высокая цена за советы, к которым, может, никто и не прислушается? В соответствии с указаниями президента Трампа, США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. Общение на эту тему будет продолжаться и далее. По мере нормализации отношений между двумя странами, все больше санкций будет сниматься. Возникает закономерный вопрос. А сейчас отношения нормализуются между государствами? Настолько, что можно снимать санкции с одной из главных лукашенковских кормушек? Развертывание орешника на территории Беларуси – это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно уменьшит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона Капустин-Яр. После освобождения самых известных политзаключенных из-за стенок мир увидел детали переговоров. Ну а мы с вами будем наблюдать за теми советами, которые дает хоккеист дзюдоисту. Лондон начинает активную фазу невидимой войны. Минобороны Великобритании объявила о самой крупной реформе военной разведки за длительное время. За последний год количество враждебных разведопераций против британского военного сектора выросло более чем на 50%. На этом фоне решено создать единую службу военной разведки Military Intelligence Services, которая объединит разведподразделения Королевского ВМФ, армии, ВВС, космического командования и постоянного объединенного генштаба. Задача — сократить
сократить время от перехвата информации до реакции и научиться предугадывать угрозы, а не только фиксировать последствия. Берлин все громче говорит вслух то, чего в Европе давно боятся. Привычного зонтика больше может не быть. Да и НАТО не дает повода быть до конца уверенными в себе. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Европа стоит перед фундаментальным изменением трансатлантических отношений. Десятилетия Пакс Американо для нас в Европе и также для нас в Германии в значительной степени закончились. Ее больше нет в том виде, в каком мы ее знали, и ностальгия тут не поможет. Факт в том, что американцы теперь очень энергично преследуют свои собственные интересы, и единственным ответом на это может быть то, что мы тоже будем преследовать свои собственные интересы. По сути, Мерц сигнализирует, больше нельзя исходить из того, что США автоматически будут опорой безопасности Европы, как это было после Второй мировой и во время Холодной войны. Восточный вал НАТО, стационарное укрытие плюс заранее заготовленное инженерное заграждение – это прямой сигнал и Москве, и союзникам. Фронт Альянса на Балтике готовят к худшему сценарию уже сейчас, не дожидаясь следующего сюрприза от России. По данным Defense News, Эстония уже установила 7 бункеров и планирует довести их число до 28 до конца года. В долгосрочной перспективе речь идет о примерно 600 таких сооружениях вдоль границы. Каждый бункер площадью около 35 квадратов спроектирован так, чтобы выдерживать попадание 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. То есть это не символика, а реально рассчитанная линия обороны. Параллельно формируются запасы колючей проволоки и противотанковых заграждений, так называемых «зубов дракона». Они пока лежат на подготовленных площадках, но в случае угрозы их обещают быстро развернуть и замкнуть наземный барьер. Кыргызстан без Меладзе. Юбилейный тур певца отменили из-за того, что хотят дружить с Москвой. Конечно, по неофициальной версии. Команда Валерия Меладзе, по данным СМИ, заранее попыталась обезвредить ситуацию. В государства Центральной Азии разослали гарантийные письма с заверениями в уважении к местной публике и обещаниями никаких политических эксцессов. Казахстан и Узбекистан, как сообщается, на такие условия согласились. Кыргызстан на этом фоне выглядит либо более осторожным, либо просто не желающим публично объяснять свою позицию. История не возникла на пустом месте. В 2023 году певца уже атаковали в России после видео из Дубая, где он тихо откликнулся на выкрик «Слава Украине!». Слава Украине, братан! О, красавчик! После этого в РФ ему начали отменять концерты, прокуратура заявляла о проверке на возможное финансирование ВСУ, а часть депутатов требовала лишить званий и объявить иноагентом. Как вы расцениваете такую реакцию на певца? В России ведь первыми кричали, что творчество вне политики. Пишите в комментарии. Никогда такого не было, и вот опять. Официальные объяснения раньше были теми же, что и сейчас. Непогода, сложная логистика, курортный сезон и объективное сокращение производства. К концу октября лимиты действительно сняли и объявили, что ситуацию выправили. Но сейчас Крым снова охотится не за дешевым туризмом, а за бензином, хоть каким-нибудь. Водители пишут в местные чаты, пытаясь выцепить хоть одну заправку с топливом. На крупных АЗС очередные нет в наличии и продажа по талонам. И это после того, как власти еще осенью рапортовали: кризис пройден, лимиты сняты. В Симферополе 95-й уже несколько дней отпускают только по топливным картам и талонам. Свободной продажи его нет, пишет Форпост. Минтопэнерго Крыма традиционно успокаивает: перебои временные, во всем виновата погода и сбои в работе Керченской паромной переправы, из-за которых задерживаются поставки ГСМ. Первый удар по крымскому рынку топлива пришелся еще в сентябре. После серии украинских атак по российским НПЗ власти ответили ручным регулированием. Ввели лимит 20 литров в одни руки, обещая уложиться в 2 недели по стабилизации. Ну, видимо, уложились. Несмотря на заверения президента, продолжают греметь взрывы и работать истребители. Конфликт между двумя соседями только ожесточается, и ни одна из сторон даже не делает вид, что собирается складывать оружие. ВВС нанесли удары по зданию отеля и мосту на приграничной территории. Сообщается о нескольких раненых мирных жителях после ракетной атаки и о 4 погибших военных в приграничном районе. Всего за эту неделю в результате нового витка конфликта погибли более 20 человек. При этом политическая картинка резко расходится с полем боя. Трамп накануне написал в Truth Social, что поговорил с премьер-министрами обеих стран-соседей.
Они согласились прекратить всю стрельбу с этого вечера и вернуться к изначальному мирному соглашению, которое было заключено при моем и их участии с помощью великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Но ни лидер Таиланда, ни лидер Камбоджи, выступая уже после заявления президента США, прекращение огня даже не упомянули. На границе Камбоджи и Таиланда продолжаются столкновения, несмотря на заявление Дональда Трампа. -1 в количестве завершенных конфликтов. Секс-скандал возвращается в политику. Каждая серия дается действующим властям все сложнее, и какая-то точно станет неподъемной. Возможно, даже уже стала. Справится ли президент США с новой порцией документов Эпштейна, которые обнародовали демократы? Среди находок презервативы с лицом Дональда Трампа и надписью «Я огромный». В наборе также фотографии самого Эпштейна в компании Трампа, Билла Клинтона, Билла Гейтса и других влиятельных фигур. На одном снимке Трамп позирует сразу с 6 женщинами, чьи лица скрыты, что только подогревает вопросы о составе этой компании и контексте встречи. Только прошлой ночью мы получили примерно 95 тысяч фотографий. Демократы в нашем комитете по надзору пока просмотрели, возможно, около 25 тысяч. То есть остается огромный массив фотографий, которые мы еще не проверили. Есть женщины, которых изнасиловали в детстве, и они просто хотят справедливости. Дональд Трамп прямо сейчас должен опубликовать файлы для американской общественности, чтобы правда вышла наружу, и чтобы мы получили хоть какое-то ощущение справедливости для жертв. Формально Трамп и Эпштейн дружили в 90-е, начало 2000-х, после чего, по словам президента, он порвал отношения задолго до первого приговора по делу о проституции. О причастности к насилию и торговле несовершеннолетними он последовательно говорит одно и то же: ничего не знал. Но чем больше снимков и деталей всплывает из архива Эпштейна, тем труднее Белому дому держать эту историю на уровне просто старых фотографий со светских вечеринок. Я этого не видел, но этого человека знали все. Он был повсюду в Палм-Бич. У него есть фото со всеми. У сотен людей есть с ним фото. В этом нет ничего особенного. Я ничего об этом не знаю. Параллельно тикает и другой дедлайн. В прошлом месяце сам Трамп подписал двухпартийный закон, обязывающий Минюст в течение 30 дней раскрыть рассекреченные материалы по делу Эпштейна. Срок истекает 19 декабря, и Конгресс уже готовится к следующей волне публикаций, на этот раз напрямую из архивов федерального расследования. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.